Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. В предыдущем ролике я говорил о том, что я хочу попробовать снять вам Сларка, и поэтому сегодня в этой игре я буду пытаться заснять Сларка. Как раз реликвии вообще обалденные на самом деле. Единственное, что мне не нравится, это то, что здесь есть Темпларка. И вот Темпларка, ну, понимаете, в лете она намного лучше будет тащить. Ну, короче, цель будет Сларк, но если мне там упадет аптечка, либо что-то еще, либо игра будет довольно-таки тугой, то, соответственно, будем целиться на Темпларку. Ну, а там уже посмотрим, что из этого выйдет, правильно? Правильно. Поэтому, ребят, присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов, хорошего дня, соответственно. И у меня к вам жалоба. Прям такая огромная жалоба. Под вчерашним роликом. Захожу я такой в часа 2 дня, смотрю 200 просмотров, и такой, о, неплохо, 200 просмотров. А потом обращаю внимание на количество лайков, и там 3 лайка на 200 просмотров. Ну, ребят, ну, вы что, ну, это обидно немного так-то. Ну, как немного, это много, как обидно. Поэтому убедительная просьба, лайк, подписку, кто не подписан, соответственно, на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь, потому что там я пишу всякую важную информацию. Ну, а кто может стать спонсором, милости прошу к нашему шалашу. Огромнейшее спасибо вам за поддержку заранее, ребят. Если что, спонсорская программа, она максимально дешево стоит. Я ее в будущем буду еще больше развивать. У меня есть даже идеи на этот счет. Но посмотрим. Посмотрим все. Вот. Вот. Ну, кстати, стол у меня вроде бы как бы норм из-за того, что есть Тинкер, но я предметы под него сейчас брать не буду. Я буду брать предметы под керри персонажа. То есть это под Сларка, под Темпларку, под вот такие-то вот героев я буду брать, соответственно, такие предметы. Заранее, если что, взял себе жрецов, потому что буду играть, скорее всего, через лустрик, судя по всему. Ну, стол вроде бы норм, но не норм одновременно. То есть и да, и нет. И вот по поводу реликвии в этой игре. Ну, давайте на самом деле начну с того. Давайте после мобов, потому что я сейчас хочу посмотреть, что мне за предмет второго тира упадет. Может, там молниями упадут. Под те предметы, которые у меня сейчас на текущий момент есть. Молнии — это имба будет. Вот. Блин. А так, что у нас тут? Боже, ребята, у меня лучшие предметы под керри персонажа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, короче, я на лустрик становлюсь, потому что там жесткие столы у моих противников. Но нет смысла просто пытаться как-то выигрывать раунды. Я лучше, если уже буду хп терять, то я буду хп терять в лустрике. Максимальное количество монет буду получать за экономику хорошую. Вот, потому что там столы у моих противников посерьезнее будут, чем у меня. У меня нету даже откровенного керри Сларка. Если бы у меня был керри Сларк, то я бы, соответственно, как бы не парился. Я попробовал бы поставить все-таки повыигрывать пару раундов. Но, судя по их столам и моему столу, ну, как-то не очень, если честно. Кстати, пандочка. Ну, я, наверное... Да, я, короче, выйду из инкама, поставлю панду. А вдруг панда мне что-то будет приносить? Ну, кроме боли и разочарования. Боль и разочарование — это стабильность насчет панды. На самом деле, я очень давно не играл на пандах, и что-то как-то, ну, не идет игра на пандах. Тупо панды идут не те, которые мне необходимы. Мне магическая панда идет просто вдоль и поперек. Но магическую панду настолько легко законтрить, насколько это тупо только возможно. Поэтому, ну, такое. Че, и глаз зачухался, по-любому глаз получу. Тут у чуваков какая-то слишком долгая баталия была. Ну, интересно, интересно. По поводу Сларка. Почему я предложил записать его в предыдущем ролике? Смотрите, Сларк — это прикольный герой. За 2 монетки от него импакта может быть тонна. Плюс в дальнейшем ты так же само можешь перестроиться в гритеров. Плюс ты можешь покупать себе гритера. То есть план таков. Берем 6 уровень. Если сумка пандемена падает, вообще шикарно будет. Если не падает, ну, грустно, печально, ну да ладно. Но вообще сумку пандемена 6 уровень. Блокируем синергию какую-либо. В данном случае блокируем орков, потому что целых 3 орка находятся во втором тире. А заблокируете вы за минимальные бабки. Там, по-моему, сколько? 10 монет вы заблокируете. За 10 монет вы блокируете 3 фигуры из второго тира. Прекрасно, я считаю, замечательно. Поэтому, соответственно, блокируем орков, начинаем ролиться. Ну, на самом деле, ладно, давайте сейчас по порядку. Начинаем ролиться. Ролим сразу себе Гритера в 3 звезды. Ролим себе Сларка в 3 звезды. Убийцу Горна, по возможности, тоже в 3 звезды. Ну, а дальше уже по накатанной. Надо будет смотреть, кто будет приходить, и уже как бы от этого отталкиваться. Все. По поводу блокировки синергии либо расы класса. Ребят, на самом деле это все
вроде бы как самовнушение. Ну, на практике это работает. Работает, но не на те фигуры, которые прям хочется. Идут абсолютно не те фигуры, которые тебе хочется. И это обидно. Это обидно, печально, грустно. Но кого это гребет, правильно? Вот. Поэтому, если есть лишние бабки, блокируем синергию орков и погнали наших городских, начинаем ролиться. Начинаем ролиться, находим себе сларков 3 звезды и погнали дальше в уровень. Можно, конечно, еще и гриттера найти в 3 звезды, потому что на самом деле, когда гриттер надо поставить свою хрону, то скорость атаки там такая бешеная будет, и сларк только рад этому. По предметам по поводу сларка, обязательно ему нужен сатаник. Сатаник это, если что, предмет 5 тира, маска, которая дает хп реген огромный. Обязательно им нужна кираса и минус броня, потому что без этих предметов он жить не будет. И почему именно эти предметы? Ну, естественно, это минус броня, это плюс живучесть. Можно, конечно, еще и молнии 5 тира в него засунуть, что на самом деле тоже приветствуется. Молнии 5 тира это вообще пушка, потому что у него тычек миллиард в секунду вылетает. И вот эти вот тычки, которые в миллиард в секунду вылетают, там молнии реализуются на 200% из-за того, что он скорость атаки разгоняет, по-моему, до 0,1 в секунду. То есть он 10 тысяч в секунду может дать. И вот представьте, там шанс срабатывания молнии 20%, это 200 магического урона на секундочку. А по поводу кирасы и минус брони, вы просто закидываете кирасу, закидываете дезолятор, закидываете предмет на минус 6 брони 1 тира, и вы получаете, по-моему, минус 15 дает кирасы, минус 15, 25, короче, минус 30 брони даете. И это не только живучесть, это еще и огромное количество урона. Это даже лучше, чем с перчаткой 5 тира. И вот это вот все мы приправляем, соответственно, сатаником, приправляем Мьёльниром. Ну, Мьёльнир это не панацея. Мы будем отталкиваться от ситуации, соответственно. Что будет приходить, вот этого мы, соответственно, будем отталкиваться. Потому что и криты хорошо смотрятся, и бессмертие отлично смотрится, потому что в бессмертии у него будет целых 3 секунды развалить. МКБ отличный предмет, БФ шикарнейший предмет, потому что массовая атака, а вот у Сларка проблема, он не может спам зачищать и много фигур, и поэтому БФ тоже на него отлично смотрится с 4 тира. То есть нужно от ситуации, но 100% нам нужна кираса. Дезолятор и предмет 1 тира на усмотрение. Кираса необходимо чисто, чтобы пожить и минус броня была. Но если вы собрали кучу минус брони, то это будет только в плюс. В принципе, все. Как бы и добавить-то нечего, на самом деле, на этот счет. То есть надо от ситуации отталкиваться. Если вам приходит минус броня, милости прошу, берем минус броню. Если же не приходит минус броня, то, соответственно, мы берем то, что нам приходит. То есть из топовых предметов, как я уже ранее сказал, это Мьёльнир, Сатаник, Бессмертие, криты, рапира, если вы, соответственно, уверены в том, что вы будете жить, не тужить, просто жить не реалити. Щит 5 тира 50 на 50, ну, в принципе, тоже можно, потому что щит все-таки, ну, 5 тира это щит 5 тира. Потом, вы с таким билдом, из-за того, что у вас есть гриттер в 3 звезды, плюс есть куча минус брони, напомню, что когда вы на гриттерах играете, на вас минус броня не работает. Вообще никак. Поэтому, когда вы надеваете на себя кирасу, и против вас, допустим, тоже кираса, на вас минус броня не работает, и вы такие... Ну что, да, как работает? Не работает? Эй, дурачок. Так, ну я надеюсь, я тут проиграю раунд. У меня как бы уже 5 лустрик, и я хочу в хорошую экономику выходить. Мне нужен как минимум 7 лустрик, и все будет по кайфу. По крайней мере, я надеюсь на то, что будет у меня 7 лустрик. Надеюсь, никто подливки мне там не закинет. Кстати, может идти в уровень? Короче, я иду в уровень. Мне в любом случае 6 нужен. Поставлю еще одну. Хотя может не ставить панду. Может купить опыта немного. Панду продать, одну, вторую поставить. Вот челу там, конечно, звери идут, будь здоров. Ну, мне так мне, в принципе, хватает. Да, мне хватает. Я сейчас на следующем раунде буду уже 6. Четко? Четко. Текс. Не, на самом деле там ребяткам хорошо идут звери. И это мне не нравится, если честно. Это мне не нравится. Я просто не хочу болтов на 28 получать. И вот, кстати, если тут звери соберутся и будут они играть через спам, я вам покажу даже реализацию БФ, если получится. Понятно. Ребят, план отменяется. План отменяется, мы будем идти в темпларку, потому что мне не те немного реликвии упали. Мне не упала сумка пандамена, а так как в игре есть темпларка, я, если честно, не хочу оставаться на 6 уровне и с горем пополам пытаться наролить себе сларка.
Не хочу. Поэтому, если что, то в следующий раз я его наролю и покажу вам, соответственно, как оно будет. Сейчас тогда мы перестраиваемся, мы будем, скорее всего, играть через темпларку. Ну, как по мне, это самое логичное решение сейчас. Нет смысла сидеть на 6 уровне и пытаться найти себе Сларка, когда в игре есть темпларка. И просто я могу до 20 раунда этого Сларка в 3 звезды не найти. Я знаю просто свою удачу, прекрасно знаю, ребят. Ну, и вы тоже прекрасно знаете мою удачу. То, что я могу спокойно не найти этого гребаного Сларка. А вот выйти в ранний 10 уровень, это то, что доктор прописал. Особенно я еще играю сейчас через лустрик. У меня идеальная экономика сейчас, у меня есть аптечка, я сейчас буду разменивать свое хп, потом еще баночек активирую, восстановлю себе хп, потом еще буду разменивать свое хп. Короче, сейчас все будет чики-бомбони. Не, ну столы у моих врагов, конечно, нормальные такие, плотные ребятки. Жестко. Кстати, тут же еще у меня конкуренция, скорее всего, будет на темпларку. Мне вот интересно, кто из них первее меня найдет темпларку? Ну-ка, давайте, ребят, ставки в комментарии пишем. Найдут ли здесь раннюю темпларку в 2 звезды, кроме меня? М? И найду ли я вообще в этой игре темпларку в 2 звезды? Можно было бы сейчас, конечно, яйцо взять, активировать в кунку, но я на самом деле, если так сделаю, то у меня будет довольно-таки сильный стол, и я из-за этого не очень хочу это делать. А панда что-то мне принесет сегодня? Можно узнать, как это такое? Где можно этот вопрос прогуглить? А ну-ка. Чат GPT в реальном тайме. Бля, как там звери идут, ой-ой-ой. Как же там моим противникам хорошо по зверям идет. Но, на самом деле, чем игра сложнее, тем она интереснее. Но я, на самом деле, надеюсь, что мне темпларка придет довольно-таки рано, потому что без темпларки мне, скорее всего, здесь будет очень туго играть. Но скилловички в этой игре 100% есть. Кстати, во вторник, если что, я планирую запустить стрим. Стрим будет по ТФТ. Все, всех милости прошу, кому это интересно, соответственно. Я уже, если что, ранее говорил о том, что я буду все стримы сейчас делать только по ТФТ, чтобы все свое свободное время я мог вместе с вами изучать ТФТ. Я так стараюсь, как можно быстрее. И вот я слышу в комментариях мнение, да, я, если что, комментарии все читаю, на все отвечаю, кто вдруг не в курсе. Хотя, кто там не в курсе? Все мои зрители, все мои давние подписчики знают прекрасно то, что я на все комментарии отвечаю. И в Телеграме, соответственно, тоже. Так вот, я прочитал комментарии, что много кто говорит, что, ну, как много, не совсем так уж и много на самом-то деле, а есть некоторые люди, которые пишут о том, что, ну, вот ТФТ не заходит, не получается. Ребят, я прекрасно понимаю, что не заходит, это чисто из-за того, что игра максимально неинтуитивно понятная, но зато если в нее разобраться, там начнется совершенно иная игра, поэтому, когда я в нее разберусь, когда я начну по ней выпускать именно ролики, а не стримы проводить, вот там... Поверьте, я уверен на 200%, что вы разберетесь быстрее, и игра вам намного больше понравится. На самом деле игра уникальная. Я вот сколько в нее играю, она сложная, во-первых. Для меня сложная, потому что я не играл ранее в Лигу Легенд, и для меня это, знаете, как вот у меня обезьянка в голове сидит и такая бэмс, бэмс, бэмс. Поэтому для меня игра сложная, чисто именно из-за этого. А в целом, блин... Изучить предметы, изучить героев и вообще по кайфу катаешь. Но если что, кстати, я Сларка буду по пути пытаться собрать. Будет приходить хорошо, не будет приходить, будет плохо. Итак, 8 уровень я взял на 15 раунде. Засекаем, на каком раунде, во-первых, ко мне придет темпларка. Это раз. Во-вторых, на каком раунде я соберу ее в 2 звезды. Все, поехали. Вы считаете, я играю. Но запоминай, 15 раунд. Вот. Меня там, кстати, в комментариях просили записать Марфа под богами. Я отвечал в комментариях насчет того, что это такая себе сомнительная сборка, потому что морф далеко не в мете, и на морфе довольно-таки тяжело будет сыграть, если тебе особенно предметы не придут. Но ради контента можно немножечко попробовать пострадать, поставить себе 6 богов, и морф просто будет летать туда-сюда. Кстати, магическое сопротивление плюс 50% я возьму. Как бы гадалки не ходи, надо добрать. Еще и Котл пришел. Но котла я на самом деле брать не хочу. Я думаю, кунка будет намного поприятнее. Даже в лейт стадии будет поприятнее.
Поэтому да, я не буду котла брать, не буду. Сейчас уже скоро 9 уровень буду. Вообще прекрасно. Я очень надеюсь, что мне баночки хорошо хпшку восстановят. А то я когда-то рассказывал то, что мне баночки восстановили, по-моему, сколько у меня, 10 или 12 баночек было, и по итогу они восстановили мне что-то около 12 хп. Это такой кринж был. Я тогда тупо ливнул с катки, потому что это не было смысла вообще играть ее. У меня, во-первых, ничего не пришло, а во-вторых, играть не было никакого смысла. Вообще. Слишком уж мало хп у меня осталось. Так, а тут, кстати, звери-полуорки собираются. А, хочу, кстати, отметить. Довольно-таки часто собирается эгида. Но появился какой-то лютый момент, когда ты играешь именно через магический прокаст, твоя эгида получает очень много урона в табло. То есть она не 10% от своего здоровья теряет, а намного больше. И это как-то странно. Это очень странно. То, что она теряет намного больше хп, нежели 10%. Я просто вот протестировал немного. И вот действительно, когда ты играешь через магический урон, ты получаешь очень много урона в табло от эгида. По самому себе. Хотя ты должен терять 10%. Это, если что, эгида песчаная, это кентавр из Dota 2. Это скилл Double Age. И там он тоже теряет свой хп. Но она теряет при магическом прокасте как-то слишком много урона. Ой, слишком много хп. Слишком много урона теряет. Да. Метовые эльфы собираются. Кстати, как вам предыдущая каточка на Марсе? Очень сложная игра. Блин, на мете вообще так сложно играть. Очень сложно играть. Вот, а винстрик уже сбили молодому горячему. 8 монет чисто подарил. Ничего себе, мне магическая панда пришла. А что это будет? О, ну, кстати, неплохо. 60 минус 12, это получается 48 хп за 12 баночек восстановила. Это получается сколько? 4 с чем-то хп получается. А, не, почему? По 4 хп получается, да? Ну да. Прикиньте. Прикиньте, затупил на такой легкой сумме. А, вот Дима Сларк, кстати. Я отвечаю вам, это какой-то трындец. Это какой-то закон подлости. Я в предыдущем ролике об этой теме говорил, и вот сейчас говорю. Вот, я сел записывать Сларка. Я записывать сел с Ларком, мать его за ногу. И тоже хотел через гритеров его записывать. Какого лешего он собирает себе Сларка? Вот как это работает? Как это работает? О, дизраптор. Ну ты мне не нужен, дизраптор. Так что прости, прощай, иди погуляй. Как это работает? Я не понимаю. Он подслушивает, где-то сидит или что? Я сижу, короче, если баф людей убрал, как вы могли заметить, буду усиливать свой стол, потому что у меня все равно аптечка есть. Берсерк. Пойдет. Все предметы в берсерка закидываем. Так, скорпиончика продаем. Все, 19 раунд, 10 уровень. Поехали ролиться. Засекаем, на каком раунде я соберу себе темпларку в 2 звезды. Все, поехали. Блин. Вот, кстати, тоже такой есть прикольчик, я заметил, то, что вот у берсерка КД на топорах 3 секунды, но он иногда может моментально кастовать эти топоры. И с чем это связано, я что-то так и не понял. Так, мартретку надо будет взять. Мартретка нам пригодится. Кунку продаем, он нам не нужен. Ставим горн на агр. Хорошая тема. Немножко троллей пока будет, пусть. Плюс у меня еще жрецы есть. Так, какую реликвию я сейчас на данный момент хочу? Да ты угораешь. Да ты угораешь с меня просто. Один собрал себе Сларка, второй себе нашел темпларку. И я отвечаю, он найдет ее в 2 звезды. Проверяйте. Запомните мои сейчас слова. Он сейчас найдет себе ее в 2 звезды. Тупо угорает надо мной. Я беру 10 уровень, а... О, кстати, хаотичный договор беру. Хаотичный договор я беру потому что у меня 14 лустрик. Соответственно, по окончанию 10 раундов я получу еще
предмет третьего тира. Плюс, соответственно, я получаю сейчас кучу денег. У меня сейчас лустрик, и я получаю за лустрик плюс 3 монетки. Поэтому это имба. Кстати, на одну фигуру я меньше сделаю. Может, наверное, стоит... Да, стоит все-таки башер первого. Хотя пусть пока будет так. Но в целом я хочу себе башер первого тира взять. Я думаю, он пригодится. Так, ну дефолтная Марси собирается. Как бы не удивлен. Но пока что по предметам там все грустно, поэтому помянем. Пока что его помянем. Угу. Там чел, который второй играет на эльфов, по моей методичке играет, только без Марси. Он будет через антимага, походу, играть. Он там Гриттера собирает. Гриттера, Дума и все такое. Давай, тролль. Гаси его. Гаси. На самом деле, сейчас у меня все хорошо. Да, я там по хпшке просел, но у меня, в принципе, 50 хп. 21 раунд, у меня куча денег, у меня луз-стрик еще сейчас сохранился благодаря хаотичному договору. То есть я каждый раунд получаю плюс 3 монетки. Свен идет. Что, мне надо было на свете катать? Так, ты, это, мартретка идет, кстати. Не знаю, яйцо пока не хочу тратить. Рики надо взять. Рики имба. Всегда берите Рики. Он вам пригодится. Неплохо. Так, берем башер первого тира. Так, пока... Ну, я думаю, в мартретку башер пока что закинуть. А нужен ли мне морф вообще в 2 звезды? Или гриттер? Вообще мне морф не нужен. Кстати, там Лина в 3 звезды. И чел играет... А чел-то играет через 9 магов. Прикол. То есть не зря взял все-таки плащ-пальто, и у меня медальон первого тира. Не зря. Решил, короче, если что, продать Гриттера. Да я и в целом не знаю, нужен ли мне морф. Хан, рыжий лис. Бу, если честно, да и Сларка можно уже продать. Мне, по сути, это Сларки не нужен. Так, у меня 4000 урона нанесла мартретка. Я думаю, оставить все сейчас в мартретку. Троллей продать. Ставить 6 убийц. Это будет намного выгоднее, как по мне. Так, горный вождь, это, конечно, прекрасно. Ну. А нужен ли он мне вообще? Да вообще он мне не пригодится, поэтому его, в принципе, можно продать. Он вроде бы как хороший кусок мяса, который может нереально много впитать, но... Ладно, продам, короче. Короче, продам его. Сларк 2 звезды, здорово. Блин, у меня так хорошо мортретка идет, может... Ладно, я и Гриттера буду собирать. Можно, в принципе, 9 убийц сейчас поставить. Кого мне не хватает? Кого мне не хватает-то? Скорпиона либо Вайпера. Оп, Скорпиончик сюда. Здорово. Спасибо, что с первого раза ко мне пришел. Я думал, он горем пополам да придет. Надо было не продавать. Наверное, как-то так сделаю сейчас. Почему надо Рики брать? Ребят, это Silence. Огромная область Сайленса, которая, ну, ничего себе, как бы напрягает народ. Поэтому это надо брать. И вот, кстати, Кираса против гоблинов отлично работает. Против воинов хорошо вообще работает. Не, ну, конечно, перчатка... Ну, вот, если играть через темпларку, то Кираса не нужна. Нужна перчатка 5-го тира. Стивен Стрик сбил. Сюда эту прикормку. Это мне нравится. Импресска. Блин, да тут идеальные шаманы были бы. Вообще шикарные были бы шаманы. Но чего нет уже, того нет. Инвокер. Но нет. Хотя пусть будет пока что. Пока что пусть будет. Так, ставлю этих героев на автопокупку. Ребят, я спрашивал в своем предыдущем ролике, спрашиваю сейчас. Очищающая сфера, она работает на гриттеров или не работает? Это важно. Важный момент. Поэтому, кто уследит, напишите в комментариях, пожалуйста.
Потому что я не смог протестировать это. Может, сейчас смогу протестировать. Хотя не факт. Так, Мом упал. Хорошо. Два прекрасных предмета, но я, наверное, возьму скорость атаки. Мне он больше нравится. Вместо палки я сейчас... Так, скорость атаки мне не дало. Палка первого тира скорость атаки мне не дала, потому что я уже как бы достиг своего предела. Ну, как достиг предела. Если бы у меня был, допустим, Мьёльнир, то я бы, соответственно, получил бы чуть-чуть меньше скорости атаки. Но так как у меня Мьёльнира нет, то палка мне вообще ничего не дает. Поэтому... Сейчас, так, палка. Да, не дает палка. Все, отлично. Башер перекидываю. Тоже, ребят, внимательно смотрите за тем, сколько у вас скорости атаки. Потому что есть некоторые предметы, которые для вас бесполезны. Вот, допустим, как сейчас я вам показал, что палка первого тира мне ничего не дает. Поэтому ее нужно перекинуть. Тоже внимательно следите за этим. Так, кого заблокировать? Надо воинов блокировать. Там целых 3 воина. Свен, Берсерк, Горный Вождь. Все эти герои находятся в легендарном пуле сейчас. И поэтому, чтобы уменьшить свой легендарный пул, надо их заблокировать. Поэтому, наверное, стоит немного потерпеть. А я сейчас не понял, а как он топоры на максимальную... А, все понял. Там же Горный Агр у меня стоит. А я-то думаю, как он свои топоры на максимальную дальность только что покидал. А он же Горный Агр бил. О, как. Хм. Так что? Не идет темпларка, собираем мартретку? Я думаю, собираем мартретку. Будем работать как на Сларке. Нужно найти будет Кирасу, кучу минус брони. И ты нашел темпларку, как вы это делаете, как? Вы ее еще соберите на 8 уровне в 2 звезды. Чел на зверях-то пошел в 9 уровень, а ты на эльфах своих попробуй найти еще темпларку в 2 звезды, чтобы у меня вообще жопа выпала. Это кринж. Это тупо кринж. Я не могу передать словами, насколько это кринж. Так, тут Марсис, перчатка 5 тира. О, еще и взгляд Амазеса с очищающей сферой. Вот это, конечно, печально. Там, чтобы вы понимали, вот это вот Марси, она сейчас дает столько минус замедления, сколько мне и не снилось. Это жестко. Но это сильно сейчас. Единственное, что у нее никакого отхила нету. Но я думаю, он хочет тоже сыграть через Темпларку, а не через Марси. Поэтому они создают мне конкуренцию. Походу, эта каточка что-то не удастся мне. Походу, не удастся. У меня уже 17 лустрик. Да. Ну, кстати, он на зверях хочет сыграть и через Темпларку, и через Берсерка. В принципе, это прикольно выглядит. Так, Гритер, здорово. Как оно? Так, а вот Сларк у него с неприятным предметом, на секундочку. Еще и синергию отключает. Блин, тупо урона не хватает, прикиньте. Да, забодал он меня, конечно. Вроде бы хорошие предметы, но все равно как-то грустно. Ладно, играем через мартретку пока что. Раз она идет... Бог ты мой, ты ко мне снизошла. Спасибо тебе, родная моя. Спасибо. Так, 2 яйца у меня есть. Ой, да иди ты срать, слышишь? Все, я собираю себе мартретку в 3 звезды, погнали. Считаю, мартретка в 3 звезды будет намного импактнее сейчас. Это трындец. Ну, это кринж. Ну, это не передать словами. Короче. Вы сами все прекрасно видите. Ну, это просто... Ну, как?
Ладно, в комментах напишите, когда я ее все-таки соберу в 2 звезды. То есть, давайте так. В комментариях пишите, когда я взял 10-й. И сколько раундов прошло с того момента, когда я нашел себе первый раз темпларку и собрал ее потом в 2 звезды. Вот. Вот так вот давайте. Чисто сыграем с вами в игру. Пу-пу-пу. Почему тут нет вот этой магической коробки, которая перевоплощает героев, а? Я бы уже на самом деле себе столько раз поперевоплощал бы этих героев, что ну его в баню. Я пока что не хочу предметы, если что, ролить, потому что там есть 9 магов. Кстати, он интересно играет. Через Лину. Интересно. Но у меня есть Рики. И и у меня, кстати, есть Мартретка, которая 50% уклонения имеет от способностей, на секундочку. Сейчас будет весело. Параллельно буду собирать, если что, Рики, Рыжего Лиса, ну и Темпларку на сдачу, соответственно. Блин, ну Мартретки много урона. Много. О, Шлеморез и блок синергии. Я хочу заблокировать синергию. Я хочу воинов заблокировать. Эти все предметы мне не нужны. Понял. Спасибо. Очень полезно. Ну давай. Пожалуйста. Там минус 3 легендарные фигуры у меня сейчас в пуле. О, яйцо. Вот яйцо я приветствую. Так, ладно, я мом уберу. Вот так вот сделаю, потому что плащ-пальто нужно мне оставить. Все предметы отличные. Шикарнейшие даже предметы, я так вам скажу. Но, если честно, сатаники не хочу брать. Я хочу попробовать зарандомить. Понял. Ну, криты тоже, в принципе, неплохо пойдут. Я почему решил зарандомить? Типа, мне нужен урон. Мне не хватало этого урона. Я бы с удовольствием принял бы перчатку 5-го тира. С удовольствием бы. Перчатка 5-го тира слишком много дает для убийц. Слишком. Либо Кираса, либо перчатка 5-го тира. В данном случае мне и то хорошо зайдет. Но так как тут много гритеров, то лучше все-таки перчатка 5-го тира. Потому что на гритеров не работает минус броня. Так, минус 1 гритер. Но меня больше смущает тот Сларк. Мне нужна перчатка 5-го тира. С перчаткой 5-го тира я буду себя вообще комфортно чувствовать. Беру Рики, чтобы мага контролить. Так, возьму Блинк. Просто так, чтобы был. Ну как возьму? Положу Мартретку. У меня как бы не было выбора, чтобы я получил этот Блинк. На самом деле, я начала на Сларке могу не забрать, если он с хорошими предметами будет. А мне нужна будет перчатка 5-го тира, 100%. Просто, чтобы я мог его ваншотнуть. У него хорошие предметы. Если он найдет себе сейчас еще и Кирасу, то мне 200% нужно будет искать перчатку 5-го тира. Без перчатки 5-го тира я могу только пальчик пососать. Ой, как хорошо работает Сайленс. Так, отлично. Минус зверь. Все, пока, зверь. Счастливого тебе пути. Это какой-то... Это рофл. Игра тупо надо мной рофлит. Все, отлично. Все. Все. Ребята, извините, у меня фляга потекла. Не, просто перчатка слишком много дает для убийц. И лучше играть на убийцах через эту перчатку. Особенно, когда против тебя есть гритеры. Потому что, еще раз говорю, минус броня не работает на гритеров. А перчатка даст тебе гарант, что ты просто в табло, так знаете, с 2 ног. И минус 3 передних зуба. Просто 2500 урона с крита. 2500 урона с крита. Бэм. Магу вообще сочувствую, потому что у меня 50% уклонения от магических способностей.
У меня сейчас глаз начнет телипаться. Ой-ой-ой, как у меня сейчас глаз начнет телипаться. Уф. 9% шанс выпадения на легендарную фигуру. 3 воина заблокированы из легендарного пула. Ой, ёп. Помянем меня. Если не придет ко мне темпларка, то будем кушать вкусные пирожочки. Потому что этот Сларк вынесет меня из-за того, что у нее есть щит 5-го тира. Потому что щит 5-го тира это максимальный закон подлости. Просто типочек будет меня триггерить своим щитом 5-го тира. То есть у меня мартретка пропишет крит. Этот крит вернется в мою мартретку. И мартретка такая... растеклась. Сейчас посмотрю, что мне за предметы 5-го тира упадут. Ой, 5-го, 4-го тира. Только не верни, пожалуйста, мне урон. Не верни. Бэмс. Бэмс. Хороший отхил от жриц. Бэмс. Крит. Ой, хорошо. Вы видели эти 2 царских крита, ребятки? Все, я забираю все свои слова назад. Пожалуйста, щит 5-го тира, так и работай. Щит 5-го тира, так и работай, пожалуйста. Ну ты черт. Арчит бессмысленный в этой игре. МКБ еще неплохо будет смотреться, потому что там есть эльфы. Но я думаю... Хотя... Может быть, я этого эльфа и продамажу. Хотя не факт. Если он темпларку соберет, то может и не продамажу. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что за предмет 4-го тира упадет. Ну, кстати, МКБ было бы шикарно, если бы МКБ упало. И мифриловый доспех, потому что там таргетный контроль есть все-таки. Никак обезоружи всякие. Мерзкие обезоружи. БКБ можно было бы, чтобы упало. Предметы хороши у этого типка, но... Так, ну, берем БФ. БФ тоже прекрасный предмет, как я уже ранее сказал. И щиток вот так вот накину. Чтоб чисто плюс броня была. Чтоб чисто плюс броня была. И, соответственно, поглощение еще урона было какое-никакое. То есть маленькие цифры будут поглощения урона, но они будут в любом случае. Сейчас, если мага выкинем, я сразу вот это вот плащ-пальто скипну. И Рике сейчас в 3 звезды соберу на следующем раунде. Так, рыжего лиса собирать не буду. Ну как ты это сделал? Как? Я не знаю, на моем лице, наверное, все читается. Вся эта боль, все это унижение. Просто, ну... Да, он полностью строился, но на 9-м уровне ее нашел. Ладно. Магу сочувствую. Кстати, играет через Темного Лорда и Лину. Необычно, но помянем. В текущей игре на таком билде играть вообще невозможно. Потому что, во-первых, у меня Мартретка 3 звезды, во-вторых, тут есть Темпларка, в-третьих, тут есть Рики, который вот у меня сейчас на всю просто область будет накидывать свой сайленс. Так, ну тут Сларк должен забрать. Сларк, гаси его. Хорош. Хорош. Загасил типочка. Будешь знать, как темпларку раннюю находить. Просто у этой темпларки на самом деле не очень хорошие шмотки сейчас. Типа у нее есть только из приятного, это перчатка 5-го тира. И все. Отхил закинул. Удачи. Удачи. Сларк, конечно, с обезоружим. О-о-о. Не, Сларк заряженный. Ультра заряженный Сларк. Я, наверное, даже могу его не пробить сейчас. У него еще и бессмертие есть. То есть он за 3 секунды, чтобы вы понимали, может снести мне все хп. Завеса. Прикольно. Опять маг до сих пор живет. Ну, кстати,
Чел на Сларке проиграл магу. Прикол. Не понял, как так произошло, но он как-то ему проиграл. На самом деле, чел на магах может не дожить, не может не прожить на 40-м раунде. Хотя, может и проживет, кто знает. Вот так, что там по сайленсу? 2 клеточки вокруг получается. Так, где у тебя там маги стоят? Основная масса находится слева. Хорошо. Я как-то вот так поставлю сейчас. И... Ну, в принципе, все. Сейчас там такая огромная область сайленса будет. Плюс еще и накроют. Ну, на гритеров не работает, конечно, сайленс. Даже уклонение не работает. Ну, то есть миссы, которые даются, они тоже не работают. Сейчас посмотрим, смогу ли я его забрать хоть как-то. Да. Меня сейчас разорвет. Молнии. Пойдет. Плюс скорость атаки. Отлично. 0,4 скорость атаки. Пойдет. Мне это надо сейчас. Мне надо как можно быстрее, чтобы точковалась сейчас мартретка. Ну, больше всего мне нужна темпларка. С темпларкой я 100% просто всех, кто разорву. Сейчас ко мне должен прийти маг. И этому магу будет торба. Сейчас я ему устрою тут показательную, скажем так. Так, нельзя говорить. Иди сюда, маг. Иди сюда. Дай. Где моя мартретка? А, у меня мартретка в хиксе стоит, кайфует. Бэмс, 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 бэмс. Минус маг. Пока. Маг, вынеси там, пожалуйста. Прикиньте, этот маг в предыдущий раз вынес этого Сларка, в этот раз не вынес Сларка. Я даже не знаю, что мне из предметов 5-го тира надо брать. Ну, только бессмертие, может быть, может помочь. Но на самом деле, единственное, что мне может помочь, это темпларка. У меня, если честно, сейчас-то губы пересохли, что ну его баним. Кираса может помочь, кстати. Хотя нет, щит 5-го тира даже лучше поможет. Я думаю, бессмертие лучше всего поможет. А на самом деле, больше всего мне поможет, это все-таки темпларка. Темпларка в 2 звезды. И все. Ему торба. Он не выживет. Мы тупо его развалим. Сейчас мобов вообще на изи сфармлю. Бэмс. С БФом, с критами чистого урона вообще плевать. Плевать плюс плевать. Так, деньги есть, деньги не проблема, давай. Шлем РС, сюда, поехали. 9% делаю шанс выпадения, поехали. Давай-то. Ну, короче, ребят. Я вначале хотел сыграть на Сларке, но тип сыграл тоже на Сларке. И у него довольно-таки это неплохо получилось. Я сыграл поэтому через Мартретку, он сыграл через Сларка. И в этой игре вы увидели, по сути, что? Правильно, и Сларка, и Мартретку. А Темпларку мы не увидели, потому что это вообще кринж. Я на 19-м раунде взял... На каком? На 19-м, да? Или... Короче, 19-20 раунд я взял себе 10 уровень. Я 20 раундов ролил. Из 10 раунда я ролил без 3 легендарных фигур воинов. У меня одна темпларка. Чел на 8-м. Раз темпларочка. Чел на 9-м. Бах, 2-звездочная темпларка. Сильно. Кайф. Болт на 28 тебе, Саня, а не темпларка в 2 звезды. Я бы кринжанул, если бы мне сейчас с шансом 9% темпларка не упала. А это могло быть. Я специально яичко для нее держал. Фух, ладно. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк, а кто не подписан, подписываемся. И у меня есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.